Привет всем любителям ВАГа, меня зовут Антон. Сегодня расскажу вам про Audi A4 B5, которую купили 2 месяца назад примерно, с уникальным двигателем VR6 3.2 на полном приводе с 0.1E коробкой. Пока машина находится, соответственно, в атмосферном варианте, потому что требует времени для какого-то либо дальнейшего тюнинга в качестве турбирования или так далее. Пока ездим на ней абсолютно в том состоянии, в котором она есть. Все на ходу, все работает. Вот такая вот здесь у нас картина есть. Изначально был 2.5 V6 двигатель дизельный. Соответственно, на усиленной коробке, так скажем, на 0.1E, не на 0.1А, как на 1.8 турбо коробки у них идут в оригинале. То есть здесь уже эта проблема решена. Единственное то, что эта коробка длинная и не совсем подходит для бензинового мотора, но своим литражом все-таки вывозит эту коробку мотор без проблем. Код коробки, кому интересно, DQT, это от 2.5 дизеля, в оригинале идут практически с этим кодом всегда у них коробки. То есть, кто в теме, передаточное число на третьей передаче 1.32 и на четвертой 0.87. По внешнему виду можно, конечно, заметить очень много всяких косячков, так скажем, но машина 2000 года, поэтому много здесь от нее хотеть нечего. Особо ничего пока с ней не делали, поменяли только колеса, потому что резина была не очень. Фаркоп имеется, очень удобно на ней что-то либо таскать, уже возили прицепы. Глушитель пока оригинальный от 2.5 дизеля. Конечно, немножко смешно смотрится, но пока так. Кто обратил внимание, то, что машина высокая, это из-за того, что картер очень длинный достаточно на Touareg. Мотор, кстати, напомню, с Touareg 162 киловатта, на Touareg поставлялся этот мотор. И вот можете обратить внимание, что картер очень низко. И чтобы машину занизить, нужно будет решать эту проблему, переваривать его. Можно завести, чтобы было поэффектнее. Немножко можем погазовать. Звук даже на таком глушителе внушительный. VR6 3.2 тема. Так, можно рассказать тогда о планах. У нас уже куплена турбина на этот мотор. Borg Warner 366 новый. Есть интеркулер большой 300-600 на 100. Есть даже мозг VEMS. Но пока с этим делом мы не торопимся, потому что время есть. Есть машины, которые также требуют внимания, и за несколько машин браться нецелесообразно, чтобы не обкакаться, как говорится. Сегодня можем съездить, померить на ней 0-100, прикола ради. На драге, у нас драги с собой, съездим, померим 0-100, посмотрим, что она показывает, кому интересно, как эта машина ведет себя в этом кузове, на этой коробке. Из проделанных работ здесь даже ничего не делали, только поменяли свечи,
мотор стал работать ровнее, потому что 2 свечи были в плохом состоянии, остальные 4 были такие, и решили поменять сразу же, соответственно, все. Покупка была сделана спонтанно, расскажу почему. История такая, что 10 лет назад имел я S2 купе. Фотографии, кстати, вставим в видео. Мотор был подготовлен на 800 лошадей. Головка была сделана, соответственно, шатуны, поршня. Двигатель был полностью собран, поставлен в машину, но средств финансовых на тот момент не хватило, чтобы все доделать вокруг. Вокруг имеется в виду навесное, там, то есть дорогой равнодлинный коллектор, дорогую турбину. На нормальные мозги даже не хватало тогда денег, и было принято решение продать машину в 2017 году. Продалась она достаточно быстро, и думал, что, наверное, с этим делом как-то подзавяжу. Но через 2 месяца после плохого настроения была приобретена Audi A4. Кому интересно, можете на канале посмотреть про нее. Очень много видео, практически все видео про нее есть, не практически, а все. Кто уже знаком, тот, соответственно, знает. В общем, та A4 была приобретена в 2017 году, спустя 2 месяца продажи S-ки, и начался тюнинг той машины. Но сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки не совсем там те цифры, которые я хотел вот реализовать. И стала посещать мысль, что надо бы что-то все-таки помощнее. И один знакомый увидел в интернете объявление этой машины и сразу же мне скинул. Объявление было без номера телефона, без ничего, вообще непонятно составленное. И я быстро подсуетился, в течение получаса я связался с хозяином, нашел его, и машину через час я уже эту купил. Вот так вот. Теперь вопрос в другом. Оставлять этот мотор в этой ли машине, либо ставить туда, пока точно мы не решили. Но можно спокойно выдохнуть, что есть большой двигатель, потенциальный двигатель, на которого есть тюнинг запчасти и у которого отдача по мощности колоссальная. И теперь будет видно, как и что будем мы двигаться. Будем эту машину делать или нет. На подъемнике мы ее поднимали, видео, конечно, не снимали, но будет еще время, подснимем что-нибудь. Есть некоторые моменты по кузову, которые по сравнению с моей машиной чуть-чуть отличаются в худшую сторону. Я как бы совсем не определился. Но пока этот мотор стоит здесь, пока машина ездит, в принципе, никто разбирать ее не будет. Если вернуться к А4 моей, которая 1.8 турбо на канале, про нее сделаем подробный обзор в этом месяце, в августе. В конце месяца по-любому будет сделано видео. Теперь хотя бы, кому интересно, понятна некая такая маленькая моя история, почему я приобрел машину с более большим мотором, ежели у меня есть 1.8 турбо, которая в принципе едет неплохо, скажем так. Повторюсь еще раз, кто не смотрел видео до этого, можете посмотреть на канале. Там есть с начала 2017 года с маленькой турбиной, как все потихоньку развивалось касаемо той машины, поэтому переходите, смотрите. Так. Из запчастей, которые куплены на эту машину, приедем в гараж, вам подснимем сегодня. А сейчас тогда можно взять, поехать, да прокатиться куда-нибудь на трассу, чуть по городу, чтобы посмотрели, как она тянет. И тогда поедем, замерим 0-100. Кто сразу заметил, тахометр здесь стоит еще от дизеля 2.5. Пока я с этим делом не разбирался так точно, что там, в чем проблема, почему не работает, надо будет заняться этим на самом деле. Но я привыкший с этой коробкой, знаю, на какой скорости надо переключать передачи, поэтому пока у меня трудностей это не вызывает, переключаю по скорости. Кстати, кому интересно, мозг ME 7.5, даже там у кого покупал эту машину, что-то там они якобы перенастраивали, чуть-чуть там отсечка, по-моему, побольше.
Так вот. Поедем, да, на трассу куда-нибудь выйдем, замерим 0-100. Я, конечно, их до этого уже мерил на других колесах, которые будут в будущем здесь стоять. Они точнее стояли, но временно сняли их. ББС одни там прикольные, оригинальные, легкие диски. Сейчас стоят диски потяжелее. Результат, я думаю, 0-100 может быть чуть-чуть похуже. Вот попробуем, тогда узнаем уже точно. Вот, пожалуйста, 0,87 четвертая передача, кто в теме, 50 км в час. Нажимаю газ, тачка тянет вообще без проблем. Вот что значит 3,2 объем и ход коленвала 95,9. Код мотора, напомню, кому интересно, АЗЗ. Со всех оборотов тянет машина. Ровная тяга, я бы сказал, как дизельная, просто непрерывная. Дизель на низах тянет, на верхах как бы сдувает. Тут такого нету. Спокойно тянет с 1000 и до конца равномерно. С турбиной, думаю, будет зло. Пробуем 2 раза вдвоем в машине. И снаружи 2 раза. Кватро-старт делать не будем, потому что сцепление тут такое. Оно вроде нормальное, но как только начинаешь стартовать, есть вопросы. Так, телефон в сторону. Такой себе старт получился. Да, даже подживало чуть-чуть. 0,106,99. Воняет сцеплением чуть-чуть. Сейчас. Вот. Ну, не так и плохо. Могу сказать так, что начиная с 2,7 моторов, соответственно 3,2 тем более, то есть только чуть-чуть стоит не отпустить педаль сразу, то мотор сразу начинает эту оригинальную органику выжигать, точнее подпаливать ее сразу. На 1,8 турбо у меня с керамическим сцеплением вообще такой беды нету. Кинул, бросил, все едет нормально. Здесь на керамике, наверное, будет то же самое, но на органике такое дело. Вроде сильно бросить не можешь, потому что не керамика. И из-за этого происходит такая проблема. Вот мы и переместились в наше логово, в наш гараж. Замерили мы VR6. Ну, в общем, для атмо-варианта, в принципе, без кватро-старта это нормальное время. 6,76 даже последний раз было. Да, вот. 6,76. Нормально. Учитывая, что не было никакого прыжка, грубо говоря, в натяг. Так. На чем мы там остановились и что я еще не договорил. Давайте вам покажем одно из самых главных. Кстати, вот эти колеса, которые уже стояли на VR-ке, но по одной причине я их снял, потому что они
Надо было, короче, поставить другие. Эти пойдут назад, они легкие, оригинальные, пойдут назад, но не сейчас. Сейчас вам покажу самое главное. Это где у нас вообще? Вот оно. Опа. Недавно, короче, была возможность приобрести турбину совершенно новую. Борг Варнер, как я уже говорил до этого в видосе. 366 на втулке. Так, 366, что это значит? Вот это колесо 66 миллиметров. В горячей части у нас 73 миллиметра. То есть для этой кубатуры как раз будет нормально, мотор будет нормально дышать. Единственное есть но, мы ее купили с горячкой, короче, сингловской Т4. VR6 все-таки надо строить на Twin. И тогда надо будет перезаказать горячку. Вот так вот. Сейчас попозже можно будет спуститься, показать кулер, мозги. Если возвращаться к моей бывшей машине, к Audi S2, которую я вот продал в далеком вот этом 2017 году, как я рассказывал, с этим человеком я общаюсь по интернету, мы пересекаемся на гонках. Он сам с Латвии, и у нас есть план съездить туда и сделать на нее обзор, наверное, где-то в сентябре. Так что вам будет, думаю, интересно посмотреть, потому что он очень-очень такой педантичный человек, и машина у него прям как с иголочки. Отполирована, под капотом порядок, все чистенько, аккуратненько. Если так вспомнить, нельзя сказать вообще, чтобы машина была где-то недоделана. То есть все везде доделано, ничего не брошено. Поэтому, думаю, вам будет интересно посмотреть. Надеюсь, что в сентябре будет еще обзор S2. Кстати, можем передать привет Редроиду. Как-то с ним тоже чуть-чуть в инстаграме общался. Так что, Женя, Евген, если нас видишь, по машинам ручкой. Вот это А4 1.8 турбо моя. На нее тогда будет в августе технический подробный обзор, кому интересно. 100-200 на ней будем пробовать делать в сентябре. Там надо, конечно, некоторые моменты пересмотреть по настройке. Напомню, кто не знает, в прошлом году 100-200 6.09 проехали. 0-100 в этом было лучше 3.7. Очень надеюсь, что в этом году получится 100-200 пробить 6 секунд. Так, что у нас ждет VR6? Ну, можно и с малого начать. Есть хорошая маслопомойка. Так, где наш кулечек? Сейчас покажу вам кулечек. Наши здесь запчасти, всякие железяки. Потому что в нашем нелегком деле может что-то сломаться в любой момент. Кулер я купил БУ за хорошие деньги, на самом деле, более-менее. Он большой, под большую турбину. Вот такой вот TurboWorks, короче. 300-600 на 100. На моем 1.8 турбо стоит копия Apex. Выходы здесь тройка. На моей 1.8 турбо стоит копия Apex. Но там 300-600 на 80. Так, что там еще было? Помойку пока... вот мозг. Есть еще мозг. Вэмс. Вот он. Вэмс. Со всеми нужными датчиками, проводами. Все как надо. Надо просто заниматься. В общем, суть такая, что многие вещи уже имеются на VR6, но нужно машиной заниматься. Если будет решение принято, что все остается в этом кузове, то есть мотор если остается там, и будем делать, строить вторую машину,
тогда придется еще и заниматься кузовом, потому что кузов в таком состоянии. Там вроде ничего ужасного, но мне он не совсем нравится по внешнему виду. Надо будет докупать бампер. Так и так придется резать, соответственно, морду, чтобы поставить этот интеркулер. И тогда еще будем красить ее. Покраска у нас еще пока там не готова. Но кому интересно, если будет интерес, будем показывать покрасочные работы тоже, которые будут производиться. Так что касаемо VR6, наверное, даже на сегодня все. Так скажем, пускай это будет первая серия по VR6. И будем надеяться, что вторая будет, может быть, в конце месяца. Так что вот так вот подписывайтесь, делитесь. Инстаграм toho.turbo. Там есть фотки со всяких мероприятий гоночных. Фотографий много моей 1.8 турбо. Так что все, давайте, до встречи. Всех обнял.